Приветствую вас на канале и в сообществе Wow Nails Design. Очень соскучилась по вам и моим залипательным мастер-классам. В этом видео делюсь очередным залипалом френч на текстуре камня. Предварительно мои ногти были укреплены молочным полигелем, и сейчас на них тонкий слой прозрачной базы, которую я просушила. И на остаточную липкость этой базы я выкладываю кусочки золотой паттали. Плоской кистью для геля либо овальной приглаживаю кусочки паттали, а затем вокруг нее выкладываю хлопья юки бирюзово-персиковых переливов. Также добавлю изюминку в виде розовых хлопьев. Это такие мелкие шестигранники, цветные вперемешку с блестящими. Их располагаю совсем немножко, несколько штук, не нужно нагромождать. И по центру добавлю прям большой шестигранник, миллиметра 2-3 в диаметре. Все это фиксирую несколько секунд в лампе, этого будет достаточно, чтобы все эти хлопья-шестигранники зафиксировались. И теперь необходимо слегка выровнять, как бы утопить, заполнить вот эти вот промежутки между выпуклыми достаточно хлопушками. Рекомендую делать это не густой, а лучше даже жидкой базой, лишь только чтобы заполнить некоторые пустоты и не нагромождать толстый слой. Слегка выровняв ноготок и запечатав шестигранники, просушила базу 30 секунд и вытираю липкий слой. Затем шлифовщиком тщательно бафлю всю поверхность ногтя. Тем самым и убираю кое-где торчащие уголки этих шестигранников и хлопьев и подготавливаю поверхность для нанесения вот этих белых разводов вуали. То есть этим бафиком, процессом зашлифовки всех ногтей, как бы придали им матовость, мы исключаем нанесение матового топа, что не дает дополнительной толщины. Готовыми белыми акварельными каплями и тонкой кистью, это круглая кисть у меня, миллиметр или 1,5 в диаметре, нанесла по диагонали разводы. Размыть слишком насыщенные разводы можно кистью, смоченной в клинсере. Акварельные капли высыхают на воздухе за несколько секунд, и возле кутикулы наношу кошачий глаз гель-лак сиреневый 2-3 мм плотно, а затем кистью гребешок для градиента растушевываю примерно максимум до трети до середины ноготка. Тонкой кистью докрашиваю кутикулы и боковых валиков, не просушивая. Представляю, естественно, магнит и делаю вот этот горящий блик по центру ноготка, по центру этого как бы градиента от кутикулы. Вот такое вот светящееся, горящее залипалово уже получается. Просушиваю 30 секунд. Безумно красивый маникюр получается, действительно антистресс, и можно залипать и разглядывать, наверное, вечно. И теперь всю эту текстуру, градиент соединим с классикой. Прорисовываю френч тонкой длинной кистью страйпер. В центре ногтя поставила точку, а затем эти две половинки поделила пополам. Чуть выше середины ногтя у боковых валиков поставила также засечки, и от этих засечек соединяю нижние засечки. Затем скругляю, и таким образом получается ровный четкий френч в один слой. Я до этого вообще была любителем прорисовывать френч плоской скошенной кистью, но тем способом френч прорисовывался в 2 слоя. Тем самым, помимо выкладки всех этих хлопьев, паттали, градиента кошачьим глазом, еще бы увеличила время и в прорисовке френча. Прорисованный френч просушила 30 секунд и перекрыла ногти глянцевым топом без остаточной липкости. Топ окончательно просушиваю, и весеннее классическое залипалово готово. Надеюсь, это видео вам понравилось или было полезным. Не забывайте подписаться или добавиться в мое сообщество Wow Nails Design, а также всегда рада обратной связи и вашим пожеланиям на новые видео. До новых встреч!